Всех приветствую на моем канале, и по названию видео можно понять, чем мы сегодня будем заниматься. Мы будем полностью разбирать с вами настройки OBS, что за что отвечает и в каком месте нужно поставить галочку и в принципе за что она будет отвечать. Не буду долго размусоливать, перейдем сразу в настройки OBS и параметры общие. Общее это в принципе общий вид вашей OBS. Как вам будет с ней удобнее обращаться, в принципе, кастомизировать свою OBS-ку под себя. Язык вы выбираете родной, на котором вы, собственно, разговариваете, неудивительно. Темы есть разные, можете выбрать для себя разные. Вот есть Agri, она прикольна, она подходит под Windows 10, но тут лично для меня это неподходящая тема, она слишком синий цвет. Есть Dark, который я вам показывал, которым я, собственно, пользуюсь, и есть Ачни, надеюсь, правильно сказал, и есть классическая и системная. То есть она давно еще использовалась, такая бело-черная, но я использую Dark, большинство ее использует. Переходим дальше. Проверка наличия обновлений при запуске, ставим галочку. Объяснять не надо, проверка обновлений. Открывать окно статистики при запуске, тоже ставим галочку. Вот это окно статистики, которое не открывается. Собственно, нажимаем вид, тут есть статистика, галочку, алло, статистика сегодня откроется, нет? Алло, во, у меня не открывалась статистика, ладно, хорошо. Вот у нас тут показывается использование ЦП, процессора, доступное место на диске, все в таком роде. С интерфейсом мы разберемся в следующем видео по OBS. А сегодня мы начнем с настроек, потому что это более грамотно, чтобы потом плавно перейти к интерфейсу. Вывод. Вывод это вы уже выбираете под себя, показываете оповещение о том, что началась трансляция, то, что остановилась трансляция, показываете подтверждение, то, что началась запись или закончилась запись, автоматически включать запись трансляции, ну, точнее, запись во время трансляции и все в таком роде. Вот вывод, это все читайте, это под вас. То есть, объясню, сохранять буфер повтора активным после завершения трансляции. Не вижу смысла ставить галочку, потому что буфер повтора это такая вещь, когда у вас идет запись. В принципе, не вижу смысла использовать буфер повтора при трансляции. Во-первых, качество графики у трансляции не всегда как у исходника. То есть лучше всего использовать буфер повтора при записи. И при трансляциях буфер повтора вообще не нужен, и записи во время трансляции тоже не нужны, так как идет дополнительная нагрузка на ЦП, а лучше эту нагрузку перенаправить на рендер кадров и на кодирование кадров. Это я потом вам объясню. Переходим плавно к привязке к расположению источника. Что это такое? У нас есть источники. Извиняюсь, то, что у меня немножко криво, потому что стримлю я в разрешении 1080, а запись у меня идет в 2К, и поэтому немножко картинка постоянно смещается. Вот я, к примеру, убираю первые три, то есть можно зафиксировать данные источники. Привязка это когда, если вы работали с фотошопом, если мы отключаем галочку привязки, мы можем спокойно по всему экрану вводить, скажем так, нашим источникам, и оно не будет автоматически приклеиваться к краям или к краям других источников. Я убираю галочку с чувствительностью привязки, и также можно изменить силу привязки, то есть есть 10 единиц чего-то, я сам не знаю, можно поставить 20, то есть, ну, это дистанция, которая автоматически привязывает одни края к другим. Надеюсь, я правильно объяснил. И понятно, привязка к краю экрана, вот как раз таки привязка к другим источникам, привязка к центру по горизонтали и к вертикали. Не ставлю галочку, потому что, ну, это не используется, так как есть масштабирование, растягивание по всему экрану и привязка к центру экрана. Потом объясню, когда, опять же таки, выйдет видос по интерфейсу. Настройки проектора, все зависит от вас. То есть вы делаете сейчас все удобное для себя. Я просто объясню, что такое проектор. Нажимая правой кнопочкой, то есть переходим правой кнопочкой, есть оконный проектор, либо полный экранный предпросмотр, это нам не надо.
Давайте оконный рассмотрим. Нажимаем «Открыть», и вот у нас появляется оконный предпросмотр. Мы его можем, к примеру, ну, даже растянуть на пол экрана, если у вас один монитор. Но вы ничего не будете видеть, и опять же таки это нужно только тем, у кого два монитора, чтобы увести это на второй экран. Вот, показывать проекторы поверх всех других окон, скрывать курсор за проектором, то есть мы никак не сможем взаимодействовать с ним, если он у нас свернут или что-то типа в таком роде. Сохранять проекторы при выходе имеет смысл, если у вас, опять же таки, второй монитор, вы этим пользуетесь часто, чтобы контролировать ситуацию на стриме. Вот, чтобы постоянно не откидывать с каждым запуском OBS вот этот предпросмотр. Переходим дальше. Импортеры. Вот я сам не знаю, что такое импортеры. То есть этот пункт мы пропускаем. Режим студии. Опять же таки, режим студии все настраиваете под себя, то есть читаете и смотрите переход к сцене двойным щелчком. Это в принципе понятно. Я сейчас покажу, что такое режим студии. Включить портретное или вертикальное расположение, это опять же таки под себя, как вам удобно. Но вот показывать отметки предпросмотр и программа оставляем включенными. Это вам понадобится, особенно в начале, чтобы не забыть и не запутаться. У нас есть такая кнопочка «Режим студии». Нажимая на нее, у нас показывается вот предпросмотр и программа. В правом окне показывается то, что сейчас происходит на стриме, то есть показывается. А предпросмотр — это та область, которую мы можем редактировать, то есть снимаем замочек, который означает, что мы можем редактировать. К примеру, мы хотим сделать немножко поменьше, вот, к примеру, вот так. Хотим, чтобы это было на стриме у нас, но при этом на стриме это не меняется. И когда мы нажимаем на кнопочку «Переход», у нас на стриме начинает показываться наши изменения. Теперь перенаправляем куда-нибудь в правый верхний угол, но у нас не меняется. Нажимаем «Переход», и оно меняется. Мультиобзор. Мультиобзор — это почти то же самое, что и режим студии, только опять же таки мы ее можем перенести на второй монитор, если он у нас имеется. Переключение сцен по щелчку мыши. Это мы ставим галочку, да, потом объясню зачем. Показывать название сцен тоже нужно, потому что вы с этим сталкиваетесь в первый раз, что это такое, вы иногда можете запутываться, забыть, как у вас сцена называется, или, в принципе, видеть, что происходит на той или иной сцене. Тоже оставляем галочку. Показывать зоны безопасности, это я не знаю, что такое. И, в принципе, горизонтально вверх, горизонтально вниз, это тоже настройки вида, все как вам нужно. 8 сцен и есть горизонтально вверх 24 сцены. Запоминаем, что такое сцены, и запоминаем переключение сцены с щелчком мышки. Опять же таки переходим в вид. Беру оконный. Вот, мультиобзор у нас оконный. Сейчас растянуть нам. Вот так вот, растянули. И смотрим. Вот наш предпросмотр, то же самое, что и было в режиме студии. И есть программа, то же самое, что и в режиме студии. Как видите, у меня есть несколько сцен. Игра, пауза, видео и тест. То есть можем нажать, к примеру, на игру. Вот по щелчку одной мыши мы меняем сцену. То есть можем опять же таки перекинуть это на второй монитор и управлять всем этим действием. Потом можем перейти на паузу. Видео. Видео — это у меня специальная сцена для записи видосиков. И тест. Понятно. То есть с этим разобрались. Опять же таки, замечаем, не берем в учет вот эти предпросмотры и программа. У нас есть 4×4, то бишь 8 сцен. И в параметрах мы указали тоже 8 сцен. Но там можно было поставить и 24. То есть у нас стоит горизонтально вверх 8 сцен, мы могли поставить 24, и внизу у нас было бы 24 сцены вот здесь. Переходим дальше. Вещание. Сервис
буду использовать два сервиса, объяснять про два сервиса: YouTube и Twitch. Давайте разберемся с YouTube, так как на тему YouTube меньше видосиков, и с ним немножко потруднее, а именно с сервисами. Есть Primary YouTube сервер и Backup сервер. Вот здесь я вам не подскажу. У YouTube есть два сервера. Вот я их только что назвал. Все зависит от вашего местоположения. Возможно, зависит еще и от оператора, которыми вы пользуетесь. То есть там Ростелеком, Электронный город или что-то еще. От них тоже может что-то зависеть. И просто пробуйте. То есть выбирайте, какой сервис вам удобнее. Вот мне подходит Primary YouTube. Он ко мне немножко ближе будет. У меня битрейт я могу больше. Ну, там не сильно значение имеет, но все же в моем случае 300 гигабит в секунду. Это разница существенная в моем случае. Просто пробуйте менять сервера, и что для вас будет лучше, тот и выбирайте сервак. Опять же таки, если у вас какие-то проблемы со стримом, и у вас пишется пропуск кадров из-за сети, помимо вашего оператора, вы можете попробовать использовать другой сервер, бэкап. То есть, если YouTube перегружен на primary серверах, можете использовать бэкап сервера, то есть дополнительные сервера, там второстепенные сервера, неважно. Но это дополнительные сервера, которые будут меньше перегружены. Опять же таки, пробуйте. Это все зависит от ситуации и от вашего положения. Ключ потока. То есть вот этот ключ потока мы берем вот в настройках трансляции. Нажимаем вот сюда «Посмотреть». Ну, можем не смотреть, если у вас уже идет стрим или какая-то другая ситуация. Вообще ключ потока нельзя никому показывать, потому что иначе он сможет подключиться к вашей трансляции и делать все, что захочет. Просто нажимаем на кнопочку «Копировать», переходим в OBS, заходим в настройки, нажимаем «Вещание», вот делаем так, «Вставить», «Применить» и все. И окей, на этом настройка завершена. Все, нажимаем «Запустить трансляцию» и все классно. Вещание. Сервис Twitch. Тут у нас будет кнопочка «Авторизироваться», что рекомендуется. Ну, потому что иначе никак у вас по-другому не получится зайти на сервера. Тут можно выбрать любой сервер. Но есть лайфхак. По ссылке в описании вы сможете скачать программу, которая определяет максимально близкий для вас сервер, чтобы стримить. То есть у вас будет задержка меньше до Твича, и у вас битрейт будет выше. Вы себе сможете поставить более высокий битрейт. Включить режим тестирования пропускной способности. Это нужно для того, чтобы то есть не тестить на Твиче видосики, а вот просто нажав эту галочку, нажать запустить трансляцию, и в принципе это не будет транслироваться на Twitch, но при этом вы будете видеть, какая у вас пропускная способность по битрейту, будут ли у вас пропуски в кадрах, из-за чего все эти проблемы, если они у вас, конечно, будут, и все в таком роде. Дополнение для чата, это я, к сожалению, не знаю, вот, и с этим я еще не разбирался. Теперь переходим к тому, как определить, какой для вас самый лучший сервер для Твича. Вот у нас есть файл, ссылка на скачку будет в описании. Мы просто открываем, вот, нажимаем на вот эту кнопку Get Key, и просто вот ключ основной трансляции мы так делаем копировать, и просто в это поле вставляем, вот так. Дальше что у нас идет? TPC Window Size. Что это такое? Тут можно автоматически определить системный дефолт, и пошли какие-то непонятные 8, 1016, 32, 64 и т.д. Зная то, что у меня интернет выдает 9000 битрейт, я могу себе позволить поставить 64К. То есть в таком случае у меня будут искаться сервера с такой же пропускной способностью, чтобы это все происходило чуть-чуть быстрее. 32К это примерно 6000 битрейта, ваша максимальная пропускная способность. Потом 16 это где-то 4-5
5, скорее всего 5, а вообще возможно 4,5. И 8 это троечка. То есть ставим 64, потом выбираем часть света либо Европа, Норд Америка, короче Азия, либо другие. Выбираем, ну вот я поставлю так, Европа, Азия. Вот, и продолжительность сканирования. Можно только пинг, шорт это быстро, среднее, долго, ну или вообще выставить дофига. 2 минуты, 3, 4, 5 минут. Я выбираю 10 секунд, очень коротко, и просто нажимаем старт на сканирование. И в итоге я получаю такую табличку. Ищем сервачок, вот он сервак, который выдает больше всего битрейт у меня. То есть это Европа, Швеция. Короче, Швеция. Это в Швеции. После чего мы открываем OBS-ку, заходим в вещание, переходим в Twitch, заново подключаем аккаунт и в сервере выбираем вот Европа, Швеция. Как раз таки вот этот сервер у меня выдавал больше всего битрейт. А на этом моменте я хочу поблагодарить всех, кто досмотрел до конца, и напомнить, что у нас есть Discord сервер, группа ВК, чтобы ставили лайки, подписывались на канал, потому что это реально мотивирует на продолжение создания нового контента. Вот я как раз таки попробовал сделать гайд по OBS, продолжение естественно будет, потому что такой колоссальный объем информации, даже чисто вот по настройкам OBS очень сложно передать в там те же самые, давайте 25 минут. Потом, уйдет минут 40. А потом еще и про интерфейс рассказывать. Ладно, это в будущем. Не забывайте про подписки, про колокольчик. Спасибо за лайк. Всем удачи, всем пока.